сегодняшнее интервью для меня было очень-очень классно, было весело, интересно. Я ответила на много очень интересных вопросов, новых для себя, и на немножко странные вопросы, неожиданные, но я надеюсь, что вам всем понравилось, потому что нам с Машей очень понравилось, нам было очень классно друг с другом болтать. Посмотрите прямой эфир, посмотрите полную версию нашего интервью, и я уверена, что мы с вами сейчас намного ближе познакомились. Спасибо всем! Всем привет, это «Командос», меня зовут Маша Командная, и сегодня у меня в гостях уникальная фигуристка Женя Медведева. Этот человек навсегда изменил мир фигурного катания, но вот сегодня реально не об этом. Я хочу, чтобы вы взглянули на Женю как на 19-летнюю девушку и просто поняли, чем она живет, как она думает, что ей нравится, что ей не нравится. В общем, я очень надеюсь, что после просмотра этого интервью вы действительно познакомитесь с ней поближе. Женя, мы находимся сейчас с тобой на ледовом катке ЦСКА. Этот месяц ты провела в Москве. Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась? Я тренировалась. Как ни странно, как многие думают иначе, но я очень много работала. У меня было каждый день по 2 тренировки в день. И при всем при этом я еще после всех тренировок старалась выбраться куда-то в город, гулять с друзьями, увидеться с близкими. Для меня это очень важно, и я очень рада, что я провела столько времени на родине и повидала столько своих давних друзей и познакомилась с еще огромным количеством людей. Это очень круто. Получилось, что ты дала себе такую передышку, такой некий перерыв от своей канадской жизни. Да. В этом и был твой замысел? Как-то выдохнуть? Последние полгода в основном я жила в Канаде, и когда вот ты постоянно, то есть у тебя тренировка, дом, тренировка, дом, тренировка, дом, ты как-то не задумываешься, а вот когда я вернулась сюда, в Россию, я поняла, насколько я скучаю именно по дому, именно по родным и близким, и решили, да, остаться здесь на небольшой такой отрезок времени. И физически передыха я себе не давала, я держу себя в форме абсолютно, то есть это как тренировки, прокаты целиковые, там, тренажерный зал, бегать, все вот это все присутствует сейчас, но после 6 вечера я не еду домой, я еду повидаться с людьми, которых я давно не видела, очень скучаю. А как ты Новый год отмечала? Новый год дома. Дома с телевизором, елкой, новогодним столом, мамой, бабушкой и собакой. Ты, кстати, 31 декабря ходила в Большой театр на балет «Щелкунчик». Понравилось? Да. Мне очень понравилось. И в основном мне понравилось, что это так заряжает новогодним настроением, потому что после чемпионата России, такая загруженность, и как-то раз, и и чемпионат России закончился, и вот Новый год, а настроение нету. Где? А 31 числа мы были в 6 вечера на Щелкунчике, и то есть вот прям под самый Новый год я вышла из Большого театра, елка, снег, и так, класс, праздник. А Брайан Орсер, твой тренер, сказал, что чемпионат России, который проходил в декабре в Саранске, это такой очень важный переломный момент для тебя. А ты сама его так рассматриваешь? Да, я его рассматриваю именно как переломный, и Брайан абсолютно прав, и мы с ним много разговаривали на эту тему. Переломный в плане восприятия мозгом, мыслями, ведь даже после далеко неудачного старта меня очень сильно поддерживал зал, и я поняла, что все, что говорится плохое, все, что там люди пытаются как-то задеть, все это такой бред, и никому это не нужно. Точнее, никому, а мне это не нужно, и моим фанатам, и поклонникам это не нужно. И что у нас есть огромнейшая команда людей, которые могут сломить вообще абсолютно все на своем пути, и мы будем двигаться вперед. И я просто почувствовала ту самую поддержку, которую должна чувствовать на протяжении вот всего вот этого времени, потому что людей действительно очень-очень много, и было очень неожиданно для меня такая реакция людей, и это было круто. Знаешь, очень много людей тебя сейчас поддерживает, очень много людей, которые, наоборот, считают, что ты должна тренироваться в России, но при этом есть люди, которые еще и жалеют Женю Медведеву, на которую так много всего свалилось. Вообще, Женя Медведева любит, чтобы ее жалели? Мне кажется, что нет.
Все мои близкие знают, что это самая первая вещь, которую не надо делать. Вот это, что «Женечка, все будет хорошо, ты не переживай, сегодня не получилось, значит, завтра получится». Я это ненавижу, меня начинает тошнить, я, наоборот, начинаю еще больше психовать, и то есть меня не успокоишь этим, вот абсолютно. Для меня выражение, жалости, само слово противное «жалость», но как бы если ты хочешь пожалеть человека, просто молча пойди и помоги ему. А вот это сентиментальность, во-первых, мне это не помогает, и меня это злит, и не надо меня жалеть, в общем. Ты после короткой программы на чемпионате России выходила в прямой эфир в Инстаграме, где ты благодарила своих фанатов за поддержку. А насколько тебе было это важно, и как тебе пришла такая идея? Потому что ты тогда после своего выступления решила не общаться с прессой. Это было сложно, но я поняла, что я обязана это сделать даже для самой себя. И это как раз-таки был тот самый переломный момент, о котором говорил Брайан, что у меня мозг встал на место, и я поняла, что вот она настоящая поддержка, вот она настоящая сила нас всех, что люди действительно вот стали одним целым сегодня. И я подумала, что это единственный вариант из возможных на данный момент просто выйти в прямой эфир, потому что у меня 700 тысяч подписчиков, это тоже большая очень аудитория, и просто это благодарить армия, конечно. Хотя бы вот минутным эфиром, то есть сказать пару слов, для меня было это очень важно, но хоть и сложно, да. Ты же практически плакала, да, в тот момент? Да. Ты вообще часто плачешь? Наверное, 50 на 50. Так странная сейчас будет фраза. Больше, чем некоторые думают, но и меньше, чем думают многие. Вот, наверное, я не знаю, часто или нет, но, конечно же, плачу. После произвольной программы, это вообще удивительный сезон, ты и на Skate Canada собралась после неудачной короткой программы и выдала очень крутую произвольную. Что тебе в эти моменты помогало? Ведь всего одна ночь между выступлениями, но ты выходишь на лед, ты выходишь на каток, и ты словно обновленная Женя Медведева, и в тебе столько силы. Мне помогают люди, которые рядом. Мне помогают люди, которые рядом, и я чувствую какую-то не пойми откуда взявшуюся силу дополнительную, и я уверена, что эта сила исходит от тех людей, которые действительно искренне хотят мне помочь. А после произвольной программы, эта фотография вообще стала, в принципе, главной новостью в мире российского фигурного катания. Ты фотографируешь Алину Загитову, которая держит букет цветов. Беттина Попова это выкладывает в свой Инстаграм. Расскажи, пожалуйста, вот этот момент изнутри. Алина просто сказала: «Сфоткай меня». У нас было очень много цветов, очень много игрушек, которые нам обеим кидали на лед. И все в раздевалке не помещалось. Честно, было, правда, очень много поддержки вот такой вот именно вот физической, вот кинуть что-то на лед. Пельмени даже сырые тебе кинули. Сырые, да, но сейчас не об этом. И Алине подарили очень красивый букет цветов, а в раздевалке очень плохое освещение было. И она такая: Женя, можешь меня сфотографировать, пожалуйста? Так раз камеру, плохое освещение. Она говорит: давай пойдем, выйдем в коридор. Вышли в коридор, я ее сфотографировала, все, собственно, А ты ожидала, что настолько будет широко обсуждаться это фото? Да никто, наверное, из нас не ожидал, и самой большой неожиданностью было то, что нас кто-то сфотографировал со стороны и выложил это в интернет. Вот это вот было неожиданностью, да. А тебе не кажется, что вот сейчас вся эта история противостояния, некой такой холодной войны, она, в принципе, раздутая? Да, честно говоря, действительно, это раздуто, большая часть придумана. То, что враги, не враги, мы нашу команду России представляли на Олимпиаде плечом к плечу. Почему мы должны быть врагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, то есть у нас не было никогда никакой вражды. Вот это то, что лбами сталкивают, я думаю, что это не нужно абсолютно, но люди некоторые ведутся на то, что пишется в СМИ, но я не знаю,
от себя говорю, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было. Сейчас очень широко обсуждают, что все-таки должен повышаться возрастной ценз в женском фигурном катании. А что ты думаешь по этому поводу? И когда ты выходишь на чемпионат России, и, в принципе, девочки, которые занимают первые места, они даже потом не могут выступать на чемпионате Европы, потому что они по возрасту не проходят. Это нормальная ситуация? Или тебе кажется, что нужно ее менять? Я считаю, что возрастной ценз повышать не надо, ведь в 15 лет я сама вышла в взрослые, и я выиграла вообще вот все, что можно было выиграть во взрослых. Но и в 14 лет я выступала на чемпионате России, на котором я заняла 3-е место, и я не могла ехать ни на Европу, ни на мир. Поэтому я сама была в такой ситуации, и я смотрю сейчас на девочек, да, они делают намного более сложные элементы, чем я делала тогда, но стою и смотрю на них и понимаю, что они двигают спорт вперед. Поэтому не считаю, что здесь нужно что-то менять. А как сами девочки, там, та же Щербакова, Косторная, Трусова, они смотрят ведь наверняка на тебя, и ты же была их кумиром. Ты наверняка остаешься для них кумиром, потому что ты двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Ты чувствуешь, вот, что они какой-то некий паритет по отношению к тебе испытывают? Анютика Щербакову я знаю совсем, вот как она и сейчас кроха, но вот с тех, я не знаю, сколько ей лет было, ей лет 6, наверное, было. Мы всегда катались на одном катке, и я видела, как она росла, прошла через очень серьезную травму. И я видела, как она восстанавливалась, она очень сильный человечек, и не знаю, как они на меня смотрят, но знаю, что смотрят они на меня нормально. А Сашка Трусова много раз в интервью говорила, что очень Женя Медведева. Мне очень приятно, что они обо мне отзываются очень хорошо и в таком светлом тоне. Ну а ты можешь представить, что совсем скоро уже вот на взрослом уровне, на серьезных стартах придется и с ними тоже соперничать? Да, конечно. Дети имеют свойство расти, поэтому это нормально. Вот я уже сказала, что мы находимся сейчас в ЦСКА. Была ли у тебя возможность, может быть, пока ты в Москве, тренироваться на катке «Хрустальной», где ты провела практически всю свою жизнь? Нет, на «Хрустальном» я не тренировалась за все эти дни. Я здесь. Как ты здесь оказалась? Тебе Елена Буянова предложила? Я сейчас катаюсь на льду, точнее, на тренировочном времени. Русский язык. С Еленой Буяновой, да, с Еленой Германовной и с Татьяной Анатольевной Тарасовой. И так что я здесь не одиночка. То есть я под надзором, мне помогают. На связи все время с Брайаном. И такая вот интернациональная команда сейчас у нас по работе. И это очень-очень классный опыт, честно говоря, потому что я в такой ситуации в первый раз. В жизни всегда бывает все в первый раз, а тут вот так вот 2 недели потренироваться. Я здесь начинала свою спортивную карьеру, то есть я встала на коньки первый раз здесь. И когда я вернулась на этот же каток, на котором я каталась 10 лет назад, даже больше, то есть спустя 10 лет, не поменялось ничего. Я зашла, я помню каждый угол, каждый поворот. И даже когда в кафе я зашла, там работает все тот же дядя Сережа. И у меня вот так вот слеза потекла, потому что это мое детство. Я здесь, по сути, стала более-менее... Формироваться, да? осознанным человеком таким стала. То есть в 8 лет. Нет, чуть пораньше, в 7. В 7 я отсюда ушла. Жень, Татьяна Анатольевна Тарасова обладает гигантским авторитетом в мире фигурного катания. А как у вас с ней складываются отношения? На самом деле просто потрясающий человек. И самое главное, на что я смотрю с огромным уважением к ней, это 50-летний опыт тренерский. Это просто потрясающе, мне кажется, что почти ни у кого сейчас в мире нету такого опыта. Очень у редких специалистов. И в личном разговоре, то есть когда разговариваешь с ней, в ней уже чувствуется такая вот сила. Стержень да, такой. Ты правильно сказала. И у нас с ней очень-очень хорошие отношения. Она всегда очень хорошо обо мне отзывается, всегда хорошо обо мне говорит и всегда пытается помочь и помогает. И
Когда с ней разговариваешь, от нее исходит очень много энергии, и очень сильная энергетика у этого человека. А как вообще возник вариант с Брайаном Орсером? Тебе он сам шел в голову? Или, может быть, там та же Татьяна Анатольевна подсказала? Я просто не рассматривала другие варианты. А Брайан в тренировках, он какой? Потому что он как раз производит впечатление очень мягкого человека. А для тренера по фигурному катанию, в принципе, это очень нехарактерная вещь. В этом и особенность, думаю, Брайана и Трейси, что когда ты с ними работаешь, ты должен осознанно работать уже. То есть это не человек, который будет тебя заставлять. Это человек, который открыт к работе и который поможет исправить тебе какие-то ошибки, поможет тебе двигаться вперед только когда этого хочешь ты. Брайан с Трейси очень сильные люди. Это чувствуется изнутри. То есть, когда ты с ними работаешь, ты автоматически встаешь. Вот. Они прям тренеры, да, они не строгие, да, они тебя не заставляют там пинками иди там прокатывай, иди там бегай, иди на тренировку. Они там тебя не контролируют вне тренировочного процесса. Но это как раз-таки школа и отличается от того, к чему в основном я привыкла. Что это полный контроль от и до, но в Канаде сейчас такого нету, и это больше через мозг, через голову. Но полный контроль над спортсменами, в принципе, этот подход, который еще с советских времен, да, в нашем спорте присутствует, он самый популярный, он самый традиционный. Тебе какой ближе? Я выросла здесь. И метод был вот полного контроля. Но сейчас я начинаю уже привыкать к другой школе, и я хотела попробовать что-то новое. И я начинаю потихонечку к этому привыкать, и я пока что не задумываюсь, как я буду тренировать, потому что я здесь и сейчас, и я работаю над собой, и я просто начинаю чувствовать, что я более осознанно подхожу к спорту, и что большую часть жизни, даже практически вот абсолютно все свое свободное время контролирую уже я сама. То есть в плане того, что нужно мне пойти на дополнительную тренировку в зал, нужно мне пойти на растяжку или нет, нужно мне там, не знаю, лишний кусок съесть или не нужно. И это там, пойти на час позже спать или на час раньше. Я могу и вообще не ложиться, это мой выбор. Но смотреть вперед и думать, как шаг, который я делаю сейчас, обернется для меня завтра, это главная стратегия. У нас, кстати, за стенкой тренируются дети, да, тренируются вот здесь вот в новом ледовом котле Да, я думаю, ЦСКА. у них хореографический класс сейчас идет. А интересно, знают ли они, что за стенкой сама Женя Медведева Сомневаюсь сидит? в этом. Они бы уже все, наверное, сюда прибежали. Мы продолжаем. Сейчас очень популярен такой термин, как осознанность. Все так или иначе стараются жить здесь и сейчас. Вот ты какой смысл вкладываешь в это понятие? Для меня понятие «жить здесь и сейчас» — это жить здесь и сейчас для того, чтобы смотреть вперед. И некоторые, наверное, немножко по-другому трактуют эту фразу, но для меня это значит, что я буду стараться развивать себя прямо сейчас, но для чего? Не для того, чтобы подойти к зеркалу и посмотреть, я работаю, я молодец, все, здесь и сейчас поработали, здесь и сейчас отдохнем. Нет, а для того, чтобы стать лучше завтра. И это делается для того, чтобы в будущем делать шаги вперед. Ты, кстати, после своего первого проката на Skate Canada, ты говорила о том, что когда ты переехала в Канаду, ты начала по-другому к себе относиться, ты начала уважать себя, ты начала заботиться о себе. В чем это главным образом для тебя выражалось? Это в основном забота о своем здоровье. Это забота о том, что я ем, что я... Не знаю, сколько времени я провожу на тренировках. И это время восстановления. Это время восстановления как и физического, так и морального.
Да, я стала намного больше времени уделять именно вот себе любимой. Не знаю, это очень эгоистично звучит, но... Но в этом же нет ни капли эгоизма на самом деле. Это все делается во благо. Это не потому, что я такая, классно, сейчас я пойду себе там, не знаю, ногти сделаю, прическу сделаю, буду такая крутая. Это не тот уход за собой, который мы привыкли слышать. То есть это... Для спортсмена очень важны мышцы, для спортсмена очень важны крепкие кости. С питанием мы стараемся укрепить все мое тело. Еще предстоит очень большой путь. И есть определенные тренировки, тренировочный план, которым я следую, чтобы нарастить мышечную массу, чтобы быть здоровой и продолжать работать, чтобы продолжать тренироваться физически. Это очень здоровое отношение к собственному телу. Скажи, пожалуйста, ведь все фигуристки так или иначе проходят через этап, когда их тело меняется, когда формы тела тоже меняются, и, соответственно, стиль фигурного катания перестраивается. Вот как ты с этим боролась, и решила ли ты для себя эту проблему, или для тебя, например, это вообще проблемы не было? Было, не было, это обсуждать сейчас, считаю, что как-то, странно, потому что некоторые говорят, что такая перестройка – это абсолютный бред, этого не существует. Но как объяснить, что человек в прошлом сезоне выглядел еще совсем юниором, а в следующем сезоне он уже вышел, раз и женщина, да? И он красавица. Опа, красотка, да. Все равно эта перестройка существует, но самое основное – это то, как ты к этому относишься. То есть, если тебя запугивают, что у тебя пубертат, у тебя все посыпется, ты будешь сидеть, у меня пубертат, у меня все посыпется, оно так и все и посыпется. Но если тебе будут говорить, что да, тело меняется, там, не знаю, что еще меняется, центр тяжести меняется. С прыжками могут быть какие-то проблемы, но мы поработаем, все будет хорошо, и то есть проблем не будет. Мы там поменяем питание, мы поменяем немножко расписание, чтобы избежать травм. И ты как-то сидишь и спокойнее это все воспринимаешь, что, гладко все не бывает, так же оно и в жизни. И в жизни тоже бывают перестройки. Так, и в спорте вот они тоже происходят. И это абсолютно нормально. Да, мы должны проходить через какие-то сложности, через очень большие сложности порой, чтобы стать намного лучше, чем мы были вчера. А ты сидишь на какой-то диете? Я слежу за тем, что я ем. А расскажи, пожалуйста, потому что очень много поклонниц твоих, разумеется, они хотят услышать какие-то советы, например, как им оставаться в форме, потому что ты очень много времени тренируешься. И тебе попроще в этом плане. Фраза сейчас будет. Правило «не жрать» в большом спорте не работает. Потому что если ты очень усердно работаешь, тренируешься, и при этом ты ничего не ешь, потому что, я же должна быть худой. А силу-то где взять? Через год, через 2, дай бог, я не знаю, через 5 лет. Но рано или поздно начнутся проблемы со здоровьем, которые просто ты будешь чувствовать, что что-то как-то разваливаешься, потому что так оно в прямом смысле и будет, потому что твоему организму не будет хватать строительного материала. Я эти секреты не рассказываю никакие. Секрет в том, что их нет. Просто нужно изучать все эти вопросы самой. То есть я читаю литературу по поводу питания, я читаю много статей, если я что-то не знаю, какие микроэлементы, витамины нужны спортсмену, чтобы выжить в большом спорте. Самое главное – это белок. Это белок. А если хочешь похудеть, то есть не едим булочки и не знаю. Рис, кстати, тоже очень плохая вещь. Кстати, в жизни, к сожалению, вот это вот правило не жрать, только оно и работает. В жизни, да, в большом спорте нет. В большом спорте ты очень быстро закончишь, если ты не будешь есть. А ты кофеман, да? Я люблю кофе. А расскажи, какой кофе ты любишь? Предыдущие года я пила только кофе с молоком, со сливками, с сахаром. А как я переехала в Канаду, я между тренировками пью двойной эспрессо без сахара, без сливок, вообще без всего. То есть я могу как и в чистую пить кофе, я могу растворимый кофе пить, молотый, не знаю, в той кофейне, в другой кофейне с молоком, раф, вообще не важно, я просто люблю кофе.
Вы сейчас смотрите интервью с Евгенией Медведевой. Я очень надеюсь, что вам интересно. Для меня это самое главное. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Расскажи, пожалуйста, я пока включу прямой эфир в Инстаграме. Работает. Проверка связи. Работает. И сейчас такое. Вы в прямом эфире! Ура! Ну что, ребят, это сама Женя Медведева, она просто офигенная. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете прямо сейчас их задавать. А скажи, пожалуйста, Жень, как, в принципе, в Канаде проходит твой обычный день? Такой ordinary day или то, что называется там, в западной литературе daily routine? Daily routine. Начинается все... Я встаю часов в 9, может быть, в 8:30. Особенность в том, что мы можем выходить на лед в любое время. То есть самая первая тренировка начинается у танцоров в 6 утра. И последняя тренировка заканчивается, часов в 5, наверное. Но я не тот человек, который может прямо с утра подорваться и идти кататься. Поэтому моя первая тренировка начинается в 11:45 утра. Времени у меня с утра достаточно, я встаю, делаю себе кофе, особо не завтракаю, мне сложно, когда у меня много еды в желудке. Я могу сходить там, может быть, побегать на голодный желудок, не на голодный желудок, могу сходить в зал, который у нас в апартаментах на первом этаже, потом подняться, разбудить маму, которая спит. И привести себя в порядок, накраситься, причесаться. И все, уже время разминки. Живем мы довольно-таки близко к крикет-клабу. И так вот спокойно. У нас нету больших перерывов между тренировками, но для меня это, наверное, даже немножко, не то что легче, а как-то лучше, что одна тренировка часовая, потом перерыв полчаса, потом еще одна тренировка, там разминка, раз. В среднем 2-3 тренировки в день ледовые, за которые прям вот в темпе ты все успеваешь, и примерно в 4-5 часов вечера freedom. Freedom, да. И мы с мамой за это вот время, пока мы в Канаде, мы уже успели сходить на несколько концертов, на представления. Перед Новым годом, перед чемпионатом России мы сходили на снежное шоу. Было просто потрясающе. И как-то появилось время, чтобы восстанавливать себя морально. И это, кстати говоря, очень важно. Мне очень понравился один вопрос, который задал кто-то из твоих поклонников. Евгений Плющенко помог Дмитрию Билану выиграть Евровидение. Могла бы ты помочь Кристиану Костову тоже выиграть Евровидение? Если он мне поможет выиграть Олимпиаду, то да. Еще хороший вопрос. Как ты относишься к своим многочисленным фан-аккаунтам? Абсолютно спокойно. Положительно. Я обожаю всех своих фанатов. Фанаты, это было вам. Это было вам, да. А расскажи, пожалуйста, про свой стиль, про стиль одежды, который ты предпочитаешь. В основном это спортивная одежда. Для меня самое главное – это комфорт, это чтобы было удобно и желательно, чтобы это стильно выглядело. В последнее время я стараюсь подбирать какие-то такие луки, могу комбинировать, то есть я могу надеть джинсы с кроссовками, там, сверху надеть какой-нибудь классный жакет, шапку и широкое пальто. И вообще я в широких вот таких вот вещах чувствую себя намного комфортнее. И как бы это, я думаю, девочки меня поймут, что в таких вещах ты чувствуешь себя дюймовочкой, потому что ощущение, как будто бы на 5 размеров тебе одежда больше. Почему? Потому что ты маленькая. Вот. И люблю обтягивающую одежду, когда я тренируюсь на льду. Для меня очень важно, чтобы силуэт было видно. А в одежде я всегда как мешок хожу. Кстати, спрашивали про смену костюмов по ходу сезона. Насколько сложно к новому платью привыкать? В зависимости от того, какой материал и какое платье по весу, длина юбки, не знаю, там, ширина рукавов, это все очень индивидуально. Для меня главное, чтобы платье было тоненькое, легкое, и даже если где-то что-то
туго, чтобы материал был тянущийся. Это очень важно. А когда ты меняла перед чемпионатом России короткую программу, что тебя сподвигло на это решение? Просто мы с Брайаном посмотрели со стороны на предыдущую короткую программу. Нам она обоим нравилась. И Брайану, и мне, и Трейси, и Дэвиду, и Сандре, и вообще всем все нравилось. Но мы поняли, что, возможно, пока что я не готова к таким глобальнейшим переменам, и что все-таки мне ближе образ как драма. И мы обратились к Мишке Джи за помощью, стали обсуждать музыку, и все это было очень-очень компактно, потому что времени было не так много, было всего 3 недели до чемпионата России. Остановились на музыке «Тоска», очень сильная, меня пробирает до мурашек. И мы очень классно поработали. Было, могу сказать, было весело. Но это было очень сложно, рискованно. но весело. Это было очень рискованно. Спрашивают, есть ли шанс, что короткая программа «Тоска» останется с нами в следующем сезоне? Есть шанс. Есть шанс, хорошо. Все спрашивают, конечно же, про твое показательное выступление. Там написано, что хореограф Евгения Медведева. Да, это правда. Это фантастический опыт, да, для тебя? Мне очень хотелось себе поставить что-то вот прям вот именно какую-нибудь программу, с которой я буду выходить на большую арену, но я пока что не готова для себя поставить какую-нибудь там короткую, произвольную. Это все-таки большая ответственность, и всегда мы доверяемся профессионалам. Но в показательном выступлении можно сделать абсолютно любой образ, который тебе придет в голову. Ты такая красивая на льду, когда ты выходишь танцевать под эту песню. Спасибо большое. Но мы с Крисом познакомились, все знают эту историю на «Пусть говорят», и я там как раз-таки услышала кусочек этой песни и такая, вот оно, что мне нужно. В голове сразу же появился образ, какие-то акценты, хореография. Было пару мест, над которыми я помучилась, чтобы попасть во все акценты, чтобы обыграть музыку, но думаю, что в итоге получилось очень классно и так эффектно. Спрашивают, где бы ты хотела жить в будущем, Россия или другая страна? Я знаю, что Россия и только Россия. Россия, да, Россия. Я здесь дома. Что значит для тебя вот этот вот самый русский дух? Честно, я еще не определилась. Нет определения этому слову. Я просто чувствую, что здесь я дышу родным воздухом, здесь вокруг люди разговаривают на моем родном языке, и для работы я могу жить, вот, думаю, по несколько лет в другой стране, но держа в голове то, что я все равно вернусь домой и буду жить дома. Потрясающий вопрос. Как ты относишься к тому, что тебя сватают к Юдзиру Ханю? Кто сватает? Такое было всегда. Это было всегда не только со мной и не только ко мне, давайте быть объективными. Поэтому спокойно. А когда ты официально объявишь, что у тебя есть молодой человек, Жень? Объявлю, когда объявлю. В общем, объявишь, когда захочешь. Да. Уважаю такое решение. Скучаешь ли сейчас по тренировкам в крикет-клубе? Да, очень скучаю по Cricket Family. Там и Джейсон, там сейчас Хаби тренируется. Мне на самом деле очень, не то что неловко, но немножко обидно, что я не могу с ним вот прям вот сейчас потренироваться, потому что, на чемпионат Европы ребята уезжают, а в это время я приезжаю в Канаду, и как-то так получилось, что мы не состыкнулись с Хаби на тренировках. Очень жаль. Я надеюсь, что Хави, ты останешься. Очень сильно на это надеюсь. Скажи, пожалуйста, у тебя какой был английский, когда ты уезжала в Торонто? И вообще, насколько ты себя чувствовала уверенно именно в плане английского языка? Возможно, у меня английский был не намного хуже, чем сейчас, но первые 2 недели, когда я разговаривала с кем-то на английском, и когда я слушала много речи на английском, я чувствовала, как у меня начинал падать сахар. То есть я стою, вот середина дня, тренировка, где-то 3 часа дня,
И мне стоит Трейси, объясняет шаги, объясняет технику шагов, а я стою на нее, смотрю, и я понимаю, что я даже вот напрягаюсь, и я не понимаю, о чем она говорит, хотя она абсолютно простыми словами. И я просто стою такая... Подождите, пожалуйста. Я выходила на минуту, я съедала кусок шоколадки, приходила обратно 10 минут, я вот так включалась сразу же. То есть очень много стресс. думала. Для мозга это был стресс, да. Ну вот первые 2 недели, а потом как-то у меня перестроилось и абсолютно спокойно, свободно, без усталости. То есть могу выражать свои мысли и получать информацию без абсолютного напряга. Но мне кажется, что сейчас я вернусь в Торонто, и у меня опять начнется вот это. Котел варить должен, да. Когда ты там долго находишься, то ты уже начинаешь думать на английском языке? Когда прям очень долго и какие-то, если мысли или ситуации, или какой-то предмет, который легче описать на английском, чем на русском, то иногда у меня проскакивает, но это очень редко. Я поймала себя на мысли, что, к примеру, в кофейню я пойду брать себе кофе, и я должна буду постоять в сторонке и подумать, как это сказать на русском. Кофеманом я таки стала только в Канаде, и заказ у меня сформулирован только на английском. И когда я сюда пришла в кофейню, я стояла пару минут, так а что мне, как это вообще на русском-то сказать? Но так проблем нету с этим. Представляешь, нам задали на английском один вопрос. Мне кажется, что нужно его, как говорится, уважить и задать. Уважить, да. Was it hard to get used to work with Brian? А на английском отвечать? Давай на английском, да. Honestly, that wasn't too hard for me because I expected what a person is Brian, and we talked a lot before our work with him, and that was a lot of unexpected moments in the work, and I didn't expect that cricket looks like a cottage house, and I was so surprised to see this ring. But to work with Brian, that wasn't too hard to get used, and yeah, that wasn't too hard. That sounds lovely. Ну что, я сейчас отключаю прямой эфир, но, Жень, тебя очень-очень-очень любят. Это, конечно, так круто. Спасибо. Жень, а скажи, пожалуйста, когда ты сейчас полетишь в Канаду, 15 часов, сколько ты сериалов посмотришь, может быть, каких-то фильмов, что будешь смотреть? Честно говоря, не знаю еще. Я почему-то в последнее время в полетах перестала смотреть фильмы. Я занимаюсь какими-то другими делами. Я что-то пишу, я что-то рисую, я... Вяжешь? Сплю. Нет, вязать я забросила, как я и говорила, то, что я там, это так, всплеск такой был. Но фильмы, не знаю, я в последнее время просто в кинотеатры начала ходить. Это удивительно. Почему удивительно? Никогда не ходила в кинотеатр, а тут как-то раз, фильм 2, фильм 3, фильм. А какие фильмы тебе нравятся Последний сейчас? раз на «Аквамена» ходили. Потом ходили на «Путь домой» про собачку. Угу. Не знаю, в кинотеатре как-то так спокойно сидеть. Угу. Ты сейчас вернешься в Канаду и будешь продолжать тренироваться, верно? Да, вот в течение недели примерно я возвращаюсь в Канаду, свой рабочий дом, так сказать. Будем тренироваться, продолжать на крикете и двигаться вперед, не останавливаться и совершенствоваться. Какой ты видишь идеальную Женю Медведеву? Есть ли у тебя в голове какая-то картинка, вот «я хочу быть такой»? Считаю, что если ставить себе какую-то планку вот именно вот быть такой, то это будет мешать развиваться в каких-то других сферах, в других отраслях. И, возможно, может быть, я вижу себя идеальной такой, но на самом деле я могу быть еще абсолютно лучше. Другой. Поэтому нету такого прям образа, какой я хочу быть. И объяснить я его не смогу, но единственное, что я стараюсь сделать для того, чтобы быть, так сказать, довольной собой, это просто работать изо дня в день и быть лучшей версией себя завтра, послезавтра. Кого должна, наконец, победить Евгения Медведева? Саму себя. Вот. Я так и думала.
Спасибо тебе большое, Жень. Спасибо И большое. огромная-огромная тебе удачи. За тобой мы все. Спасибо. Ну что, понравилось? Тогда подписывайтесь и ставьте лайк. Не хотела говорить о своих планах, но на следующей неделе в главных ролях в программе «Командос» игрок московского «Спартака» и сборной России Георгий Джики. Ну а потом я вас порадую еще одним интервью с одной очень и очень известной фигуристкой.